Всем привет! Меня зовут Ксюша, и я долго здесь отсутствовала на своем канале по двум главным причинам. Первая причина — у меня появилась собака. Она вон там сладко спит, зарывшись в подушках. И, конечно же, как на щенка, мне нужно было уделить огромное количество времени, и я просто полностью выпала из жизни, можно так сказать. А вторая причина — у меня был большой, затяжной, творческий, скажем так, кризис, я не знаю, назвала это вязальной депрессией, просто потому что мне совсем не хотелось подходить к спицам и крючкам, брать в руки пряжу. Была абсолютнейшая апатия к этому виду деятельности. Но прошло время, у меня появились силы и желание творить, вязать, поэтому я решила вернуться в мир Ютуба с таким идейным и обсуждаемым роликом как идей. Вообще у меня уже выходил ролик про вязальные тренды 2024 года. Если вы вдруг не смотрели его, не видели и вам интересно сравнить, можете посмотреть после просмотра этого видео. И вообще под ним было немало комментариев про тренды, которые я предлагала. Я была согласна абсолютно на 100% с комментариями, что действительно некоторые тренды, некоторые идеи, они до сих пор актуальны. В этом ролике я решила просмотреть и проанализировать сама, какие тренды идут на этот 25-й и с переходом на 26-й год именно по версии нашего общего идейного вдохновителя, как платформы Pinterest. Я ввела в поисковике несколько запросов. Вы можете их также потом в своем профиле Pinterest ввести, сравнить, сходятся у нас с вами взгляды, точнее то, что выпадает в Pinterest картинки или нет. Будет интересно, кстати, это пообсуждать в комментариях. И я провела такое свое исследование, просто наблюдала за тем, что чаще всего повторяется, что чаще всего упоминается, и какие вещи можно, в принципе, отнести к трендам, то есть что чаще всего люди выкладывают или наоборот, что люди чаще всего сохраняют у себя на страницах. Сразу маленький дисклеймер. Я не стилист, мне просто нравится наблюдать за какими-то вязаными идеями, постоянно себе что-то сохраняю, что хочу попробовать. И в этом видео просто будут те моменты, которые я чаще всего встречала, которые мне тоже самой очень нравятся. И, возможно, в скором времени я тоже это осуществлю в реальном вязаном изделии. Поэтому смотрим, подписываемся и оставляем комментарии. Давайте вместе обсуждать. Первое, что я для себя выделила, это тренд, такое веяние на полосы. Горизонтальные, вертикальные, неважно. И самое интересное, здесь также может присутствовать, знаете, как одинаковость в размере этих полос, так и совершенно разные, разноцветные какие-то кофты, жилетки. Мне, например, вот очень нравится, как здесь сочетали в третьем примере, на третьей картинке, именно вот эта разноплановость, что рукав получился один вообще другого цвета, и он такой более яркий, остальная часть свитера, она такая более немножко спокойная. Это очень круто. И здесь самое интересное, что в таких изделиях больше всего присутствует именно, знаете, яркая расцветка. Я сразу вспомнила вот этот тренд на дофаминовый интерьер. Если вы вдруг, может быть, где-то слышали, когда, обставляют квартиру в очень ярких цветах или делают очень такой приглушенный ремонт, спокойные оттенки, но разбавляют яркой мебелью, яркими акцентами. И как раз-таки, мне кажется, именно в период осени, зимы дофаминовый такой, как интерьер, так и дофаминовый гардероб значительно улучшает настроение, потому что действительно на улице не всегда так приятно, не всегда так круто. И хочется какой-то яркости, сочности, вернуться немножко в лето. Изделия вообще абсолютно разные, как сумки, так и шапки. И это, кстати, еще один классный вариант, как израсходовать какие-то остатки пряжи, потому что если у вас одинаковая пряжа по фактуре, но совершенно разные цвета, это идеальный вариант, куда их можно деть, вот эти все остатки. Для меня это вообще идеально.
У меня есть такая кофта яркая, но я, если честно, ее не ношу. Я даже снимала про нее видео отдельно. Я эту кофту не ношу, потому что до сих пор я не обрезала кучу каких-то ниточек, не спрятала их, мне совершенно неохота этим заниматься. Хоть он и получился таким интересненьким, ярким и даже теплым, но именно из-за вот этой монотонной, наверное, работы по прятанию всех этих кончиков, он мне так и лежит. Пока не знаю, что с ним делать. Возможно, я его распущу и свяжу какую-нибудь жилетку своей собаки. Если полосы это немножко такой easy level, то вот вам классные идеи для тех, кто уже любит посложнее. Это яркие принты и вышивки. Я это так для себя назвала. Обожаю вот эту подборку. Первые 3 варианта просто мои фавориты. Но это та деятельность, на которую я больше люблю смотреть, чем выполнять и пробовать самой, потому что это, мне кажется, невероятно долго и сложно, особенно если ты никогда этим не занимался. Опять же, в истории вот этого дофаминового гардероба мой фаворит из вот этих работ. Второй — это такой, знаете, жаккард, и вообще для меня это слово немножечко вызывает какую-то отеческую панику, потому что мне кажется это очень сложным. А я не люблю сложные проекты, поэтому на такое я люблю смотреть, я люблю этим восхищаться, но никогда это не буду пробовать. Вот 3-й вариант, он крутой. Вот его можно попробовать, потому что 3-й и 4-й даже как будто бы напоминает больше вышивку, особенно 4-й вариант, когда ты вяжешь просто, например, бантики, их пришиваешь, либо наоборот, прям провязываешь эти бантики по изделию крючком. А вот 3-й вариант, это тоже можно обойти, связать просто кофту белую, да, или молочную, и сделать вот эти пятна уже вышивкой. Это как один из вариантов. Или действительно прям провязывать вот такие цвета. Мне самой интересно, как это сделано. Я думаю, что это больше провязано, чем вышивка. Но это уже такой немножко, наверное, средний уровень от каких-то полос или обычных изделий, знаете, до вот этого уровня, где вяжут в технике жаккард. Вот, кстати, 3-й вариант с таким коровьим принтом я встречала очень много раз в социальных сетях. Я думаю, что это прям какой-то сейчас пик, может быть, именно популярный принт. Окей, едем дальше. Это бабушкин квадрат. Это, правда, действительно вот вещь, которая... Я даже не знаю, его нельзя выделить как тренд, но он просто существует, он по дефолту каждый сезон, каждый год, каждый месяц. Бабушкин квадрат. Очень круто получаются разные вещи. Я на собственном опыте, вот особенно первый вариант, это моя фотография даже, да, не из Pinterest. Я связала себе этот прекрасный кардиган. Но что хочу сказать. Я, честно, не фанат такого вида кардигана. Объясню почему. Я связала этот кардиган себе на свадьбу вообще. Это у меня была такая моя верхняя одежда. Я причем выпускала шортс, именно где я рассказывала, как я создавала, как вязала, собирала и сколько времени у меня ушло на этот кардиган. И он действительно трендовый. И да, он классно выглядит. Он яркий, необычный, особенно за счет фактуры какой-то, за счет своего размера. Он действительно выглядит очень круто. Но когда я его поносила, а мне хватило 2 дней. День я носила в качестве как бы кардигана, как в перелете, и в свой свадебный вечер. Я вам могу так сказать. Он у меня до сих пор лежит, и я не уверена, что я буду его носить. Ну, давайте признаемся, если будет ветер, он продувается, невероятно сильно, потому что он сам по себе дырчатый. Вот эти вот бабушкин квадрат невозможно связать очень неплотно так, чтобы у тебя не возникало каких-то дырочек, каких-то пространств. И поэтому, когда дует ветер, а ветер осенью и зимой очень холодный, очень сильный, но это не стоит того, чтобы его носить и утепляться. Вот как аксессуар, да,
Но опять же, он очень тяжелый аксессуар, особенно если вязать такой объемный именно кардиган, он тяжелый, он правда тяжелый. Я даже не представляю, как его стирать. Поэтому я немного такой хейтер такого вида кардигана, несмотря на то, что он у меня есть, но я его не ношу. Однако, как аксессуар, это вообще идеально. Я думаю, что, возможно, свой кардиган я переделаю в жилет, просто уберу рукава, и вот это уже будет лучше. Но зато из бабушкиных квадратов отлично получаются жилетки. Вот жилетки это классно именно в гардеробе иметь. Получаются какие-то классные вещи, как типа сумки, как косметички вот здесь на этой фотографии. И это здорово, но опять же, бабушкин квадрат, он, наверное, может быть не для всех, для тех, кто любит какую-то проводить мелкую работу, муторную. Вот если, например, брать даже ту же сумку или кардиган вообще, собирать все эти квадраты между собой иногда очень тяжело. И даже не в плане именно тяжести работ, нет, просто это действительно долго, сделать это еще аккуратно, куча нитей, каких-то соединений, завязываний. Вот это больше всего, наверное, меня напрягает. Но это, опять же, мое личное мнение, я такую работу не очень люблю. Мне больше нравится, когда можно вязать, скажем так, единым полотном. Например, как регланом какую-то кофту, вот это круто. Следующий тип я назвала old money, но здесь я подразумеваю именно такие очень стандартные, спокойного оттенка кофты или вообще изделия, неважно. И именно такие цвета, которые трендовые, сезонные, которые мы можем видеть в различных статьях от стилистов. И вот в моем примере первые три это вот действительно пример такого спокойного, богатого оттенка, когда ты просто вяжешь без каких-либо замудренных рисунков кофту, например, и сочетаешь ее с другими спокойного цвета вещами. Мне очень нравится вот второй вариант. Это прям базовая кофта, но она такого, знаете, благородного оттенка. И действительно такой стиль old money. А вот последнее, это крутая, интересная вещь, когда у тебя сочетается такой сезонный оттенок, сочетается обычная базовая кофта, то есть ее форма, но при этом ты берешь пряжу очень такого необычной фактуры. То есть здесь как будто бы травка, либо это мохер, который такой распушился, или его уже немножко расчесали. И вот я достаточно часто в последнее время вижу в социальных сетях именно вот такую вот кофту, как травка. Очень многие называют ее кофтой Гринч. Действительно, она чем-то напоминает, кстати, этого персонажа, но тем не менее она выглядит интересно. И мне кажется, если использовать как раз-таки оттенки, которые на каких-либо других сайтах вы можете найти, это вот один из просто подборок трендовых цветов именно вот этого сезона, вам и не надо ничего мудрить. Если вам не нравятся какие-то яркие вещи, вы можете взять, вот, не знаю, какой-нибудь такой темный цвет, такой бордовый цвет, и просто связать себе какую-то базовую кофту, вы уже будете в трендах. Как бы мы не любили это слово навязчивое. Следующий, в целом последний тренд, который я хочу выделить, меня немножко вдохновляет, хоть я немного страшусь, потому что хочу его повторить, но страшусь объема. Это юбки и платья, я его так обозвала. Это именно такое веяние на трикотаж. Я читала, что трикотаж будет в моде, вот это просто будет топ топа. И здесь мне очень нравится, что можно связать как такую, не знаю, набор двойка, как это называется, когда у тебя есть классная кофта, либо прям жилет, как на первом изображении, именно с юбкой. Или просто юбку можно короткую, вот мне очень хочется что-то подобное повторить. Либо же связать прям целый костюм, или же опять же используя какую-то необычную пряжу, фактурную там или такую как травка, связать нечто подобное, как на четвертой картинке, в виде платья, или опять же какую-то необычную такую мохеровую юбку. Очень круто, мне кажется, будет смотреться
если соединить пряжу с 4-й картинки и пряжу с второй, не пряжу, а точнее изделие со 2-й картинки. Это будет очень ярким акцентом в образе. Поэтому, мне кажется, берите на заметку. Может быть, если вы уже вязали, оставляйте комментарии. Интересно почитать вообще, насколько долго у вас это вязалось. Потому что, по сути, спицами вроде как недолго должно быть. В летний период времени я очень часто встречала как раз-таки видео, где девочки пытались именно, не пытались, а вязали именно разные юбки и платья. И в целом летом это всегда как-то актуально. И летом чаще всего вяжут девчонки сетчатые какие-то юбки и платья. Такой пляжный вариант. Но вот чтобы зимой или, например, на осень, на весну, да, такие прохладные периоды, очень круто и интересно как-то в носке. Вот и все идеи, которыми я хотела сегодня с вами поделиться. Пишите в комментариях, что вам, может быть, понравилось, что хотите повторить, а может быть, уже у вас что-то есть в работе, поэтому этим делитесь тоже обязательно. Я желаю вам самых уютных и теплых проектов. На этом с вами прощаюсь. Пока-пока.